а это вам, от программы о вкусной и здоровой пище. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Мне 60 лет, но я продолжаю учиться кулинарии. Например, недавно я съездил в Азербайджан и попробовал старинное блюдо под названием шилля-плов. Раньше мне такого блюда пробовать не доводилось. Хотите посмотреть, как его готовили в Азербайджане? И мы снова в Гянже, в ресторане, который нам очень полюбился. Повара этого ресторана достойны, чтобы представлять азербайджанскую кухню на международном уровне. Сегодня Валида Ханум пообещала мне научить, как готовить шилля-плов. Азербайджанское блюдо. Что-то слышится родное в этом слове шилля-плов. В Узбекистане есть очень популярное блюдо шавля. Точнее, оно среди меня популярное. Я люблю очень это блюдо. А шилля, понравится ли она мне? Вот это пока что для меня загадка. Валида Ханум, в казан что первое положить? Бульон. Бульон. Значит, для того, чтобы приготовить шилля-плов, вы сначала должны отварить мясо. Очень просто. Отварить мясо в воде и все. Вот оно у меня отдельно мясо, уже готовое. Пожалуйста, полюбуйтесь. Отличная баранина на косточках. И вот отдельно бульон. Я думаю, что здесь, наверное, 3 литра вар, да? Да. Уж литр вар, да? 3 литра здесь бульона. Который переливаем в казан. Кайнатсын. Кайнасын. Ждем, когда закипит. Ай, Валида Ханум. Bəli. Ай, Ялим Баджи. Ты мне скажи, пожалуйста, вот это что такое? Это мед, что ли? Ne? Soğança. Соған. Soğan yağda qovurma. Вот это да! Вот это искусство. Мелко-мелко порезанный лук, пожаренный в масле. Басьях нахады, терияхады. Kərə yağıdır. Сливочное масло, обжаренный лук вот до такого медового состояния. Еще что у нас пойдет в наш плов? Скажите, пожалуйста, какие продукты? Укроп, горох. Горох, пишмиш горох, уже вареный Pişmiş. горох. Da. Yox, pişmiş. Замоченный горох. Замоченный горох. Отварное мясо, как я уже сказал, и, может быть, один из любимейших моих продуктов – аль-бухара, завяленная слива. Тоже очень красивая, посмотрите какая. Ее можно найти и в Москве, и в других городах России. Ну и, конечно же, плов не бывает без масла. Топленое масло. И рис. Что за плов без риса? Даже если это шилли, плов все равно рис должен быть. Рис для шилля-плова используется особый. Самый лучший рис растет в одном селе неподалеку от Шики. Но с каждым годом этот рис становится все дороже и дороже. Потому что земля, на которой растет этот рис, на которой он может расти, она одна, она не увеличивается в размерах. А население республики, население Азербайджана год за годом увеличивается. И такого риса не всем хватает, поэтому цена его возрастает. Есть еще ленкоранский круглый рис. Одним словом, используется не тот длинный рис, который идеально подходит для азербайджанского плова, а рис круглый, либо среднезерный. Этот рис очень напоминает мне рис Девзира из моей родной Ферганской долины. Удивительно. Шики и Ферганская долина. И там производят рис, который очень похож. И там производят шелк. Валида Ханум, Да. уже бульон почти что кипит. Теперь что положим? Горох. Noxud. Da. Noxud. В закипающий бульон закладываем хорошо замоченный горох. Знаете, этот горох свежий. Поэтому его только замочили, вот он какой огромный стал, вот какой большой стал. Если вы не уверены в свежести вашего гороха, то лучше, может быть, его отварить до полуготовности. Наполовину готовый горох тоже пойдет. Друзья, Да. вот Валида Ханум говорит, что я прав. Я сегодня у Валиды Ханум за кочегара.
за дровами, за огнем я слежу. Она сказала, прибавь немножко огня, потому что сейчас пора опускать обжаренный лук. Burada çoxdur. Hamısı koyun. Hamısı. Hamısını. Bu qəşəng tamlı olsun. Bas orada neçə kilo sağan idi? Orada 700 qram. Belə. Yo, 700 gram. Burada bir yarım kilo sağan. Yox. 700 qram var. Soyandan sonra təmizi qalır. Bas yağı neçə gram idi? Elə gözə yarı tökürük də. Так вот, здесь было 700 грамм лука. Его порезали и пожарили в масле. Спрашиваю, сколько масла? Говорит, на глаз добавь, от всей души добавь, от души добавь. Это Азербайджан. Здесь не привыкли взвешивать продукты в граммах. Здесь привыкли все класть от души. Я тоже кладу вот этот замечательный золотистый лук от всей души. Ох, истинно, жарко. Валида Ханум, как красиво варится, как красиво кипит. Что теперь положить, а? Düyü. Дую. Рис. Что для шавли? Что для шелля-плов? Что для итальянского ризотто? Что для испанской паэльи? Мыть не надо. Та пудра, которой покрыт рис, по сути дела, это крахмал. А здесь рис должен получиться клейким. От чего он станет клейким, если там крахмала не останется? Рис чистенький сам по себе. Очень красивый. Засыпаем. Жалко мне немножко, но... Valide Hanım, bas duz ne vakit koyacaksın? Qaynasın. Kaynasın. Aha, qaynayandan sonra atacaq. Как только закипит, добавляйте соль. Здесь 1 килограмм риса. Бульонда тузу yok idi? Var. Var. Бульон уже соленый, поэтому я думаю, чуть больше полстоловой ложки соль положите, будет вкусно. Biraz da sarı kök. Немножко куркумы. Без куркумы азербайджанская еда редко когда готовится. Аль-Бухара, вся Аль-Бухара пошла. Я уже предвижу, как это будет вкусно. Лук дал сладость, бульон дал крепость, Аль-Бухара даст кислинку. Рис я в любом состоянии люблю рис. Еще здесь укроп будет, еще здесь мясо будет, еще соль надо не забыть добавить. Соль. 1 большая чайная ложка и еще пол чайной ложки, без верха. Или баста, дузуна. Давай посмотрим, что там внутри. Давай посмотрим. Дидядус, Qəşəng. Чтобы снизу шеля-плов не пригорел, я убрал из-под казана уголь. Собрал уголь колечком. Посмотрите. И сейчас огня уже так много не надо, потому что в казане жидкости осталось мало. Этот рис пьет на удивление много бульона, воды. Что добавить, он пьет очень много. Я бы из этого шекинского риса когда-нибудь попробовал сварить узбекский плов. Но сегодня мы готовим азербайджанский шеля-плов. И кажется, настало время вернуть в казан вареное мясо. Мясо же должно согреться. Мясо же должно пожениться с пловом, понимаете? Valide Hanım. Ne güzel oldu, ne güzel. Очень красиво. Очень красиво и очень вкусно. Я сейчас сокрушаюсь. Думаю, почему мне не пришло в голову добавить аль-бухару в плов? Ведь это так логично. Мы же добавляем в плов барбарис,
мы добавляем в плов какие-то другие кислые, острые, пряные продукты. Почему нет? Почему нельзя? И укроп. Свеженький укроп, довольно много укропа. Можно сказать, что хороший пучок укропа тоже добавляется в этот плов. В последний момент вы догадались, да, что сейчас вот-вот с минуты на минуту щеля-плов будет готов. Все, что нам осталось, обеспечить красивую подачу щеля-плова. Ну вот и все. Даже жалко, что так быстро приготовилось такое замечательное блюдо. Валида Ханум, положите вашими руками, пожалуйста, а? Я буду блюдо держать, а вы положите. Вкусно выглядит, а? Аппетитно выглядит? О, баста. Хватит, Валида Ханум, хватит. Я же столько не съем. А они вон там, за камерой. Как они попробуют, а? Как эти люди попробуют? Давайте пригласите их в Азербайджан. Скажите, что приезжали в Азербайджан. Hoş geldiniz Azerbaycan'a. Nuş olsun. Добро пожаловать в Азербайджан. Знакомьтесь с азербайджанской кухней. Я уверяю вас, вы ее обязательно полюбите. Посмотрите, какие люди готовят азербайджанские блюда. Разве из ее рук получится невкусно? Обязательно получится вкусно. Приятного аппетита, родные мои, дорогие! Поверьте мне, это блюдо очень вкусное, несмотря на свою простоту. Но мне кажется, что я знаю, как его можно улучшить. Поэтому сегодня я хочу представить вам мою авторскую версию щеля-плова. Полюбуйтесь бульоном, который у меня сварился из вот этого отличного куска баранины. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на явную схожесть этого блюда с узбекским блюдом, которое я очень люблю, которое называется шавля. Тоже что-то вроде плова, из тех же самых продуктов, но готовится попроще, побыстрее и точно так же почему-то вышло из моды. В азербайджанской народной вариации щеля-плова отварное мясо просто добавили в уже практически готовое блюдо. Я же хочу поступить с отварным мясом так, как поступают с ним в Джизаке, где готовят очень популярное узбекское блюдо джиз. Кстати, если кто не пробовал это замечательное и очень простое блюдо, советую, попробуйте. Все очень просто. Отвариваете мясо, далее растапливаете жир и обжариваете в бараньем жире мясо, присыпая специями. Но мы готовим азербайджанское блюдо. В Азербайджане тоже очень любят курдючное сало, но мясо и другие продукты все же чаще обжаривают на топленом масле. Точно так же поступлю и я, только специями присыплю. Соль, черный перец и куркума. Вы обратили внимание на казан, в котором я начал готовить азербайджанский щеля-плов? Дело в том, что именно в таких казанах раньше в Узбекистане готовили шавлю. И это имеет огромное рациональное значение. Сейчас я вам все объясню. Самое главное, что вы должны себе уяснить, что такие блюда, как шавля, как ризотто, как щеля-плов, непременно должны готовиться небольшим, невысоким слоем. Буквально 4-5 сантиметров, не выше. Иначе ничего не получится. Обратите внимание, у меня есть хороший медный азербайджанский казан. Так вот, его нижняя часть идеально повторяет форму этого неглубокого казана.
Я могу приготовить шиля-плов и здесь. Но в этом случае верхняя часть казана никак не работает. Она бы только мешала вам смотреть. А на этом, ну посмотрите, разве не радость? Все видно отлично. И мясо зарумянилось. Очень красиво. Если у вас нет такого неглубокого казана, признаться честно, они попадаются достаточно редко. Возьмите обычный сотейник. Если нет сотейника, возьмите глубокую сковородку, либо наоборот, неглубокую кастрюлю. Но это очень важное условие для того, чтобы в блюде приобрел особую консистенцию, пожалуй, что главный продукт. Это, конечно же, рис. Я предвижу совершенно обоснованный вопрос от моих уважаемых подписчиков. Какой же рис нам использовать, если в Азербайджане используют какой-то удивительный сорт риса только из города Шики, только с южной стороны холма? Послушайте, берите любой рис, который подходит под ризотто. Карнароли, арборио, да возьмите любой белый узбекский крахмалистый рис. Тот же самый аланга отлично подойдет. Я вас уверяю, самое главное – правильно обжарить рис. Только обжаривать мы будем не в оливковом масле, как это делают во время приготовления ризотто, а в топленом, ведь мы готовим азербайджанский шиля-плов. Задача этого этапа не только промаслить каждое рисовое зернышко, а промаслилось-то идеально. Посмотрите, просто янтарь какой-то, а не рис. Но еще и прогреть его. Основательно прогреть до тех пор, пока рис не начнет потрескивать. В итальянском ризотто рис обжаривается вместе с луком. В узбекской шавле вместе с луком и морковкой. А в шиля-плов рис не обжаривают. Там его опускают просто в бульон. Но мне очень понравился прием с предварительной подготовкой лука. Только сегодня я его упростил, усовершенствовал. Я взял 5-6 крутых головок лука, пропустил их через мясорубку, уложил в сковородку, залил топленым маслом и оставил под крышкой минут на 15-20. Потом открыл крышку, перемешал все, добавил немного куркумы для красивого золотистого цвета и вуаля! Я, пожалуй, что буду пользоваться этим способом. Это идеальная заготовка, ведь во многих блюдах бывает нужен именно так красиво обжаренный лук. А теперь мне осталось только перемешать этот лук вместе с рисом. Понимаете, лук превратился практически в мармелад. Очень красиво, на мой взгляд, и пахнет очень вкусно. Но, слышите? Вы слышите, как потрескивает рис? Ага, самое время начинать добавлять бульон. С самого начала я волью, наверное, половника 3 бульона. Не меньше. Но он практически моментально впитывается в рис и испаряется. Ну и хорошо. А в бульоне очень много вкусного. И весь этот замечательный вкус сейчас впитывается в рис. Впиталось, подливая еще. И так до конца. До тех пор, пока мы не истратим весь бульон, либо пока не приготовится рис. В зависимости от того, что наступит раньше. Не забываем постоянно помешивать. После такого экстремального начала все теперь происходит уже значительно спокойнее. Рис должен побулькивать и напитываться золотистой влагой из бульона. Пока с рисом все в порядке, быстро нарежем укроп. Вы же знаете, что укроп для такого блюда очень важный элемент. Ароматный, душистый. А кроме того, зелень на золотистом рисе выглядит удивительно красиво. Укроп готов, но важно не забыть об еще одном очень вкусном ингредиенте – аль-бухара, вяленая желтенькая алыча. У меня был соблазн добавить эту аль-бухару прямо в бульон. Тогда у меня получился бы не бульон, а практически азербайджанский басбаш, который я очень люблю. Я бы его так и съел. А теперь у меня аль-бухара отдельно, бульон отдельно. Кроме того, если говорить серьезно,
аль-бухара дает кислинку. И если бы мы с самого начала заливали рис кисленьким от аль-бухары бульоном, то рис у нас получился бы рассыпчатым. Вы же знаете, что кислота улучшает рассыпчатость риса. А так мы его добавляем почти что в самом конце. Ведь шеля-плов вот-вот будет готов. Важно не забыть еще один ингредиент. Горох нут, нахат. Его в шеля-плов, я так думаю, добавляют для того, чтобы увеличить сытность этого блюда. Ведь шеля-плов готовят зачастую для очень больших мероприятий, о которых я вам расскажу чуть попозже. Не торопитесь никуда. Итак, горох и соль. Ведь мы еще не солили. Здесь в сковородке у меня готовится килограмм 200 риса. Да, он впитывает еще влагу, и это будет в конечном итоге килограмма 3-3,5 готового блюда. Так что ложка соли и еще чуть-чуть вовсе не помешают. Ну а теперь бульон, опять бульон, видите, он почти что впитал в себя все. А вот этого крахмального клейстера пока что еще не выделил. Так что добавляем бульон смело. В этом блюде рассыпчатость является браком, дефектом. Во время приготовления подобного рода блюд рис не должен перегреваться, иначе он станет рассыпчатым. Вам нравится рассыпчатый переваренный рис? Мне лично нет. А вот такой, когда каждая рисинка покрыта киселем из рисового крахмала, мне нравится очень. Пора добавлять укроп. Тщательно размешать укроп с рисом, чтобы одна рисинка, а одна веточка укропа. Вот так. Ох, кажется, пора добавлять еще бульона. Я хотел бы показать, что в бульоне, помимо мяса, варилась морковка, луковица, прямо в кожуре, для цвета бульона, и пара лавровых листиков. Ну а почему бы нет? Если нам так вкусно, почему не добавить лавровый лист в бульон для шеля-плова? Знаете, когда мы этот плов готовили там, в Азербайджане, рядом ходил один буквально профессор кулинарии. Очень авторитетный человек. Лучше него азербайджанскую кухню не знает никто. Так вот, он несколько раз мне сказал: добавьте в шеля-плов масло, будет вкуснее. Добавьте в шеля-плов масло, будет вкуснее. Я сегодня позвонил и спросил у него: а какое масло добавлять? Сливочное либо топленое? Он сказал: ну, в народе чаще использовали топленое, потому что топленое хранится лучше, а сливочное масло не каждый день делали. Но у меня есть хорошее сливочное масло, и я добавляю именно сливочное масло, поступая точно так же, как итальянские повара поступают с ризотто. Теперь необходимо правильно вмешать эти кубики сливочного масла в рис, чтобы масло не отделилось, чтобы оно не потекло по поверхности блюда. Нет, оно должно быть именно вмешано. Прекращаем нагрев и начинаем интенсивно перемешивать масло и рис. Все, вот теперь-то точно все готово, и если необходимо будет, я домешаю уже на столе. Потому что плов надо снимать. Нельзя оставлять рис на горячем, потому что рис продолжает впитывать в себя влагу и делается сухим по поверхности. Наоборот, надо как можно скорее разложить рис по широкому просторному блюду тонким слоем. Непременно тонким слоем. Наложите его кучкой, ну как плов обычно накладывают. И все. Пропала вот эта кремовая консистенция. И это не шеля, и не плов, и не шавля. Это вообще непонятно что. О, голова, два уха. Мясо где? Самое время добавить мясо и перемешать шеля-плов с мясом. Хорошо, что еще не поздно, потому что мясо-то все равно должно располагаться по поверхности. Блюдо это экономное, а когда-то было типично семейным блюдом, а со временем стало блюдом, которое часто готовят на поминки. И вот с этим очень вкусным блюдом произошло ровно то же самое, что произошло, например, с русской кутьей. Русскую кутью традиционно готовят на поминках, и поэтому дома, в повседневности, ее никто не готовит. Ее никто не готовит для гостей.
Хотя блюдо-то само по себе очень вкусное. А что там плохого? Рис, сухофрукты, немного масла. В общем-то, почти что то же самое, что и здесь. Только я вас уверяю, я вам обещаю, что шиля-плов, который мы приготовили с вами сегодня, это очень вкусно. Я от всей души желаю вам попробовать хоть раз шиля-плов. Нет, упаси Господь, не на поминках, а дома, приготовленный для своей семьи, для своих друзей. Вот так вот поднять это блюдо золотистое и сказать: приятного аппетита, дорогие мои.